встреча Зеленского с Трампом и европейскими лидерами. В первую очередь, конечно же, хочется спросить, в чем же самое главное различие переговоров Трампа с Путиным и переговоров Трампа с Зеленским и европейскими лидерами? Ну, кажется, обстановка. Был эпизод, когда Трамп не заметил, что микрофон выключен, не выключен, и поделился с Макроном той информацией, которая его, по-видимому, волновала. Он сказал о том, что, знаешь, мне так кажется, что Владимир Путин пошел на переговоры из личной симпатии ко мне. Это очень похоже, как молодые девочки в школе делятся со своими подругами. Ты знаешь, Витька с 5 Б, он меня любит. Вот что касается вообще итогов этих самых переговоров. А, Например, очень многие стали говорить о возможности проведения трехсторонних переговоров между Зеленским, Путиным и Трампом. Вообще, насколько вероятна двухсторонняя встреча, в первую очередь, украинских и российского президента? А, Насколько вероятна трехсторонняя встреча? И насколько вероятно, вот что самое важное, четырехсторонняя, о которой так мечтают европейцы? Действительно ли все еще европейцы хоть какую-то роль могут сыграть в налаживании отношений? Что касается итогов этой встречи, то их по большому счету нет. Мгм. То есть многие надеялись на то, что Трамп продавит Зеленского, заставит признать условия, принять условия Путина, те, которые Путин обсуждал с Трампом, и Трамп немедленно об этом объявит. Что мы услышали? Мы услышали от Зеленского некие заявления, которые не прямо, но все-таки отрицали возможность принятия предложений России. Да, он напрямую Трампу не перечил. Он там за 4,5 минуты 11 раз сказал спасибо. Вот. Он льстил, заглядывал в глаза, угодливо смеялся, когда Трамп шутил. Но, в общем-то, европейцы и Зеленский под их чутким руководством нашли ключ к сердцу Трампа. Его надо все время хвалить. Ему надо говорить, что он замечательный, что он лучше всех, что встреча прошла просто удивительно хорошо, как никогда таких встреч просто в жизни ни у кого не было, как сейчас прошла встреча. И он воспринимает это все как лесть и считает, что вот это хорошо, да, вот так надо. Поэтому, с одной стороны, Зеленский напрямую не перечил Трампу, с другой стороны, он а, всеми своими заявлениями продемонстрировал о том, что предложение Путина не поддерживает. Зачем тогда встречаться Зеленскому с Путиным? О том, Если он заявил о том, что надо встречаться, потому что эти вопросы территориально он не готов обсуждать с Трампом, он их будет обсуждать с Путиным. Подано это было под таким соусом. Причем, судя по всему, это разработанная стратегия. Мы видим, что в выходные дни работали интенсивно. Мозговые штурмы были у европейцев, которые в панике не знали, что им предпринять. Судя по всему, они выработали такую схему. Больше того, и Мерц, и президент Франции примерно заявили одно и то же. Вот трус Путин, мы очень сомневаемся, что Путин не струсит и не поедет, и все-таки поедет на встречу с Зеленским. То есть это будет теперь, я так подозреваю, что это будет такая стратегия, которая сейчас будет подхватывать все мировые СМИ и раскручивать эту тему. Причем смысл в том, что с одной стороны Зеленский будет делать всякие заявления, которые будут показывать эту бесперспективность такой встречи, о том, что он не готов отдавать Донбасс, о том, что Донбасс очень нужен, и так далее, и так далее.
А с другой стороны, будет продвигаться тема, что все эти вопросы можно решить только на встрече с Путиным, а Путин не идет на встречу с Зеленским, и поэтому Путин виновен в срыве сделки, мирного процесса. То есть по старому сценарию пойдут. Ушаков сказал, сделал заявление, м, которое подразумевает, что будет встреча украинской стороны с российской, и статус переговорщика будет повышен. Ну, например, вместо Мединского может быть Лавров, а может быть и Путин. Мгм. Поэтому могут быть варианты. По крайней мере, у нас после заявления Ушакова есть а, коридор достаточно широкий принятия решений. Я могу предположить, под каким соусом подавал Зеленский Трампу продал идею встречи с Путиным. Вот эта идея, когда Трамп должен насесть на Зеленского, чтобы тот дал команду отвести войска в Донбасса, она с политической точки зрения не очень красивая. Получается, что как будто бы Трамп шантажист, заставляет президента Украины отдать территории, выступает на стороне России. Э, Я так думаю, что ему вот эту идею Зеленский продал встречи с Путиным потому что Дональд Фредович, я все сделаю, как мы с вами договорились, но при этом, но давайте это сделаем так, чтобы я уступил под давлением Путина, а не под вашим давлением. А так, М. конечно, я сделаю все, как вы скажете. Это же будет, конечно, гораздо лучше. Тогда получится, что ответственность на том, что отданы украинские территории, будет на Зеленском Мгм. и на Путине, и негатив на Путине, да. А так получается на Трампе. Тем не менее, я думаю, что это всего лишь отсрочка у Зеленского. Он тянет время. Они все тянут время. Когда они поняли, что уже сделать ничего нельзя, вот постояла встреча Путина с Трампом, уже нельзя говорить о том, что пускай сначала прекратят огонь и наступление, и потом мы сядем за стол переговоров и потом будем с ними разговаривать. Уже это не получается, не получится говорить, и надо было что-то делать. И они приняли решение. Я, кстати, до встречи об этом говорил, писал об этом в своем телеграм-канале. В случае, если они увидят, что переубедить Трампа сразу невозможно, они будут тянуть время. Почему будут тянуть время? Потому что Конгресс вернется из отпуска. Мгм. Конгресс вернется с отпуска и будет принимать бюджет Соединенных Штатов. И в этом Конгрессе у Трампа не все очень хорошо. У Грэма с его законопроектом о санкциях России есть большинство в Конгрессе для того, чтобы проголосовать. И, возможно, даже преодолеть вето Трампа. Мгм. И все вот это Разгуляева Трампа, когда он там проводит встречи с Путиным, встречается там с Зеленским, делает там заявление о том, что Зеленский должен принять решение, вопрос за Зеленским, теперь не за Путиным, за Зеленским. Это все Разгуляева, пока нет Конгресса. Пресс-тур Поэтому, такой. Мгм. поэтому Трамп очень торопился. Ему надо все это успеть прокрутить до прихода Конгресса. Для того приходит Конгресс, а все, я уже решил вопрос конфликта с, Мгм. с Россией, Россия Путин, Россия Украина, и вопросов нет. Какой законопроект Грэма? Вы, ему, вот увидите, если он не решит, а мне кажется, он не решит до сентября вопрос, его заставят
бюджет Соединенных Штатов включить помощь Украине. Мгм. Его в этом нет ни малейших сомнений. Я вижу, как проходят предложения через парламентские комитеты в Конгрессе. Они они протянут помощь Украины. И почему Трампа не будет возможности отказаться? Ему скажут, что либо мы голосуем бюджет, либо мы либо включаем помощь Украине. И голоса под это есть. Не на том, что они готовы поддерживать Украину. Просто нечего идти навстречу этому Путину. Надо показать ему Кузькину мать, мы тут Соединенные Штаты. Что касается встречи на четверых, то это было бы, конечно же, мечта украинских, то есть этих европейских политиков. Их пустили бы за стол переговоров, и они бы там уж приехали бы, наверное, вообще всем Европейским Союзом, Мгм. всем Советом Европы даже. Человек 200 собралось, А, и все ругали Путина. Путина мгм. все ругали, да. Как бы они этого хотели, да. Как бы они этого хотели, да. Мне так кажется, что вероятность, конечно же, есть. Причем это не 5 и не 10%, это где-то треть, около 30, там 35% о том, что война прекратится в этом году. Но, скорее всего, все-таки конфликт перейдет на следующий год.